Привет! Сегодня хотел бы рассказать немного о храпе. Вы узнаете, в каких случаях для кошки или кота храпеть это нормально, а когда требуется обратиться за помощью к специалисту. Начнем с примера, сейчас посмотрим небольшой ролик, а после этого я расскажу, что и как. Итак, какие причины храпа у кошек и котов? Есть естественные, физиологические, которые участия вашего не требуют, и есть патологические, которые требуют помощи специалиста. Начнем с естественных причин. Сюда можно отнести в первую очередь породные и физиологические особенности. Что это такое? Есть такие породы кошек, у которых сама мордочка немножко короткая. Сюда относятся персидская и другие подобные породы. Так вот, из-за того, что носовые ходы у кошек таких пород слегка искривлены, когда по ним проходит воздух, и образуются вот эти пугающие многих хозяев звуки. В этом случае, так как эти особенности породные, физиологические, делать ничего не надо, просто стоит воспринимать это как такую особенность вашей кошки. Теперь расскажу о причинах патологических, когда храп уже является симптомом, когда это должно дать вам понять, что в организме что-то идет не так, и нужно предпринимать действия. Первая, самая распространенная причина – это набор лишнего веса. Дело в том, что когда кошки набирают лишний вес, жир этот откладывается везде, в том числе и в тканях, которые окружают дыхательные пути. И получается так, что кошки, у которых лишний вес есть, в большинстве случаев храпят, когда спят. Как эту проблему решить? Я думаю, все здесь понятно, нужно просто заниматься и следить за весом вашей кошки. Как только вес кошки придет в норму, проблема храпа уйдет сама собой. Еще одной причиной храпа у кошки может быть инфекционное заболевание. Дело в том, что когда идет воспалительный процесс, в носовых ходах накапливается большое количество слизи. И когда этой слизи становится слишком много, кошка перестает нормально дышать. Ей сложно сделать выдох и появляется вот такой хрюкающий, булькающий звук. Естественно, что чтобы эту проблему решить, нужно побороть причину. Если причина в инфекции, нужно обратиться к ветеринарному врачу, назначается соответствующее лечение. После того, как слизь уходит из носовых ходов, то и храп в таком случае тоже прекращается. Инородные тела, полипы и опухоли тоже могут являться причиной храпа. И если с инородным телом все более-менее понятно, нужно просто убрать все лишнее и дыхание восстановится, то в случае с полипами и опухолями требуется хирургическая помощь.